нам понадобится пластиковая коробка из-под канцелярских булавок. Такие вот два брата-близнеца у меня сегодня получились. Ставьте лайк, если вам был полезен мой видеоурок. Взять белую мишуру и ножницы и вот нарезать в такую мелкую-мелкую крошку. Берем фольгу и сминаем ее в плотный ровный шар. Методично наносим по частям горячий клей и вываливаем как конфетку Рафаэлку в нашей снежной крошке. Вот такое у меня тельце продолговатое и голова. Скатала такую морковку из тонкого фоамирана оранжевого цвета. И акриловым контуром нарисуем глазки и ротик. Осталось приклеить головешку, и наш снеговик готов. И вот он у нас в таких наушниках, на лыжах. Возможно, наушники у него для тепла. Возможно, он меломан и в горах катается на горных лыжах и слушает музыку. Занимайтесь, пожалуйста, творчеством, привлекайте к творчеству детей. У всех у нас, у хозяек, остаются вот такие вот втулки, и не от туалетной бумаги, а вот от каких-то хозяйственных принадлежностей. Из такого подручного материала можно сделать массу интересных вещей. Одна из таких вещей – это вот новогодний барабанчик, игрушка елочная, которая сделает вашу елочку более интересной, более авторской. Давайте же, друзья, позовем Деда Мороза. Дед Мороз! Слышу, слышу, сказал Дед Мороз, прибежал к нам и зажег нам новогоднюю елку. Вот такой Дедушка Мороз у нас получился. Друзья, пожалуйста, оставайтесь со мной, оставьте лайки, буду ждать ваши комментарии. Мы с вами изготовим такого Деда Мороза, и поверьте мне, это очень-очень просто. Так, друзья, сегодня мы делаем классную рождественскую елочку из синельной проволоки. Вот я сюда просто продеваю уже заранее миниатюрную такую елочную игрушку. Получаем такую капельку. В шахматном порядке начинаем клеить второй ряд. По ходу работы смотрю, чтобы лапки ложились хорошо, равномерно. Ну вот, друзья, вот такая елочка у нас получилась.